Всем привет! Сегодня мы установим на компьютер с операционной системой Windows 10 программу диагностики для автомобилей концерна PSA. Это Citroën и Peugeot. В последней версии также присутствует диагностика автомобилей Opel, но после 2018 года, и также китайских автомобилей. Итак, для установки нам нужен будет файл PSA-diag 9.85. Это, кстати, и версия программы. Значит, закачку можно будет сделать по ссылке, которую я оставлю в описании к видео. Чем лучше установка простая, а не на виртуальную машину, тем, что она работает намного быстрее, диагностика этих программ. Итак, запускаем файл. Выбираем подробнее, выполнить в любом случае. Вот такой интерфейс программы Download and Install Diagbox. Загрузить и установить. В данном случае интернет нам нужен. Интернет подключен. Чем быстрее интернет, тем быстрее будет сам процесс. Значит, первым делом, если у нас установлена старая версия какая-нибудь Diagbox, ее нужно удалить. Тогда мы нажимаем кнопочку Clean Diagbox. Очистка. Ну, у меня на этом ноутбуке установлено ничего не было, значит, первым делом добавляем Windows Defender в исключение программы. Нажимаем и ждем. Пока идет процесс, можем выбрать в меню версию 9.85 и нажать кнопочку Download версия 9.85, то есть загрузить ее. Вот, пришло сообщение, что исключение для антивируса для Diagbox Toolbox Lite выполнено. Теперь ждем загрузки самого файла. Загрузка файла зависит от скорости вашего интернета. Загрузка закончена. Окей. Для тех, кому интересно. Диск C, папка Install, появился файл Diagbox Install 9.85. Далее стала активна кнопка Install Diagbox 9.85. Нажимаем. Началась установка программы. Нам написало, что установка произведена. Нажимаем ОК. Ждем, пока закроется вот это вот окно, запущенное от имени администратора. Окошко пропало. Далее нажимаем Install VCI Driver. Это драйвера для нашего диагностического прибора. Здесь нажимаем Далее. Установить. Готово. Ну и теперь можем нажать Launch Diagbox. Запускаем. Diagbox 9.85, мод PSA-diag. Первый раз запускается немного дольше, но опять же разница работы под виртуальной машиной и установленной программой очень большая. Здесь спрашивает, будем проверять обновление или нет программы. Обязательно нажимаем по крестику. Нет, обновлять не будем. Ну и она не на русском языке. Можем сразу перевести программу на русский. Нажимаем вот на этот квадратик. Идем в конфигурация. Change User Language. Выбор языка. И выбираем здесь тот язык, который нам нужен. Выбрали. Подтвердили. Подтвердили. Закрываем все это. Закрываем саму программу. Выходим из приложения. Далее нам эта утилитка больше не нужна.
У нас на рабочем столе появилось три ярлыка. И мы смело можем запускать ярлычок Diagbox. Программа запустилась. Как видите, она уже на русском языке. Ну и в следующий раз, в следующем части видео я подключусь к машине и пробежимся по маркам автомобилей, которые может диагностировать данная версия 0985. Итак, сейчас будем подключать программу к нашему автомобилю. Значит, прибор ОБД2 разъем я уже подключил. Запускаем Diagbox. Программа запустилась. Значит, теперь вставляем разъем USB прибора в ноутбук. И выбираем автомобиль. У меня автомобиль Citroën C4 Picasso 2. Здесь он идет как C4 Space Tower B78. Выбираем. И при первом запуске обновление программного обеспечения коммуникационного интерфейса. То есть зашивается новая прошивка в прибор, которая для этой версии программы. Просто нужно подождать. Так, идентификация автомобиля. VIN номер не определен, потому что у нас не включено зажигание. Сейчас я включу зажигание. Зажигание включено, выбираем автомобиль. VIN номер автомобиля определился. Если он верен, подтверждаем. 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 Интернет у нас не включен. Значит, поиск неисправности выбрал. Общий тест. К интернету доступ отключаем, а тут идет уже идентификация. То есть сейчас определяются все блоки, которые есть в автомобиле. Ну и, соответственно, слева сразу же количество ошибок. Выключить зажигание просит, выключаем. Выключаем, подтверждаем. Далее включить зажигание. Подтвердили. И ждем, пока процесс определения дойдет до 100%. Блоки все определились. Вот, значит, блоки. И слева количество ошибок.
Я примерно покажу, как удалить ошибки. Дальше в этой программе разберетесь сами. То есть, ну, допустим, интеллектуальный коммутационный блок. 4 ошибки. Нажимаем по плюсику. Вот ошибочки, которые присутствуют с кодами ошибок. Выбираем чекбокс. То есть нам надо выделить блок. Вот он выделен. И выбираем подтверждаем. Делаем чтение ошибок. Здесь идентификация еще есть, измерение стандартных параметров, индивидуальное измерение параметров, тест исполнительных механизмов и так далее. То есть здесь разбираться будете сами дальше. Идентификация прошла, показывает какой блок и так далее. Возвращаемся назад, чтение ошибок. Ну и далее удалить ошибки. То есть те ошибки, которые не критичны, они удалятся. Также можно посмотреть расширенное описание ошибок по плюсику. Процедура удаления ошибок выполнена. Подтверждаем. Ну вот, осталось 2 ошибки. То есть отсутствие связи с насосом подачи добавки дизельного топлива. Ну, так она и должна быть, потому что здесь все это убрано в этой машине. Так. Ну и напоследок. Сейчас выйдем из программы. И я покажу, какие автомобили есть в этой версии 9.85. Потому что многие спрашивают, то есть если вашего автомобиля нет, он более новый, допустим, то значит нужно искать более новую версию программы, выше, чем 9.85. Так, Citroёn. То есть при просмотре можете поставить на паузу и посмотреть более предметно. Я просто пройду все пункты меню, так скажем. Вот если, значит, под чехлом, я так понимаю, машинку эту читать еще не будет. Она будет в более поздних версиях. Сразу картинки. По картинке легко определить. То есть это для того, чтобы не ставить программу конкретную, если вашей машины здесь нету. Список очень большой. Также пройдемся и по другим автомобилям. Вот, C3 разновидности. C4 Aircross. C8. Jumpy. Saho. Так, по Citroёn вроде как все. Выйдем отсюда. DS. Заходим. DS3, DS5 LS. В более поздних версиях более расширенный список. Но тогда на данный момент придется искать версию под виртуальную машину. Ну, либо платно активировать. На Ideac есть последняя 9.160, насколько я помню. Но активация платная и на один компьютер.
Тут же можно переустанавливать, ставить сколько хочешь на разные компы. Итак, Peugeot. Больше всего, соответственно, по Citroёn и Peugeot. По Peugeot все. Opel. Ну, Opel, по-моему, с 2018 года. Вот тут частично они закрыты чехлом. Значит, скорее всего, не диагностируются. Ну и напоследок китайский производитель. Всего лишь две модели. То есть, ну вот как-то так. Если ваша машинка есть в этом списке, значит, можете смело ставить и пользоваться. На этом все. Спасибо за внимание. Вопросы пишите в комментариях.